Для узора можно набрать любое число петель. Раппорт узора составляет 2 петли. Можно набрать одну петлю симметрии и, соответственно, 2 кромочных. Я наберу нечетное число петель для того, чтобы узор был симметричен. Но, повторюсь, можно набрать любое, и четное, и нечетное. Петли набраны, я набрала 15 петель. И перед тем, как начать вязать этот узор и его раппорт в высоту, нужно связать один установочный ряд. Итак, установочный ряд, изнаночная сторона. Первую кромочную снимаю не провязанной и дальше чередую следующим образом. 1 лицевая, следующую петлю снимаю не провязанной с накидом, нить над правой спицей. Вот видите, получается снятая петля с накидом. И повторяю так до конца ряда. 1 лицевая, петлю снимаю не провязанной, нить над правой спицей, то есть с накидом. И снова 1 лицевая, снимаю не провязанной с накидом. 1 лицевая, снимаю не провязанной с накидом. Снова 1 лицевая, снимаю не провязанной с накидом. И 1 лицевая, снимаю не провязанной с накидом. Заканчивается этот ряд петля симметрии кромочная. Соответственно, петля симметрии лицевая. Последнюю кромочную я тоже делаю лицевой. Все, установочный ряд на этом закончен. И дальше будут ряды самого узора. Итак, первый ряд узора, лицевая сторона. Кромочную, как всегда, снимаю, увожу нитку за работу. Вот так. И дальше работаю так. Вяжу 1 изнаночная. Изнаночную делаю классикой. А дальше идет группа из петли и накида, которые в предыдущем ряду мы не провязывали. Смотрите, что делаю с этой группой. Я завожу правую спицу в накид и провязываю только накид лицевой. Накид снимаю с левой спицы, а петлю опять-таки снимаю не провязанной. То есть получается, что из этой группы провязан только накид. Петля все еще переснимается с одной спицы на другую и остается не провязанной. И в общем чередую так до конца ряда. И изнаночную. Изнаночную делаю классикой. А дальше группа из петли и накида. Смотрите, снова завожу правую спицу в накид и провязываю его лицевой. Здесь одновременно можно сразу же подхватить петлю на левой спице, в одно движение сделать, да? И вот у меня получается провязанный накид и не провязанная переснятая петля. Изнаночная. И снова провязываю накид, петлю переснимаю. Накид провязываю и в то же движение переснимаю петлю. Изнаночная. Здесь, если вам сложно в одно движение, делайте в 2, да, чтобы понять, что происходит. Провязываю накид, переснимаю. Но мне кажется, в одно движение намного быстрее и удобнее. Изнаночная. Накид провязываю, естественно, провязываю лицевой и переснимаю петлю. Изнаночная. И снова накид провязываю лицевой, а петлю переснимаю. В конце 2 петли, это петля симметрии, ее вяжу изнанкой, и кромочная. Кромочную вяжу лицевой. Первый ряд, лицевая сторона, на этом закончен. И дальше второй ряд, изнаночная сторона. Кромочную опять снимаю, не провязанной. И дальше вяжу следующим образом. У меня идет одиночная петля, сдвоенная петля, одиночная, сдвоенная. Вот там, где одиночная, чтобы не ошибиться, ее я снимаю не провязанной нить над правой спицей, то есть, соответственно, снимаю с накидом, а вот эту группу, где 2 петли, провязываю вместе лицевой. И снова снимаю с накидом, а дальше 2 вместе лицевой. Снимаю с накидом, 2 вместе лицевой. Снимаю
с накидом и 2 вместе лицевой. Снимаю с накидом и 2 вместе лицевой. Снимаю с накидом и 2 вместе лицевой. И снова. Последняя петля, это петля симметрии. Ее снимаю с накидом, не провязанный, кромочную вяжу лицевой. Это был второй ряд, изнаночная сторона. Третий ряд, лицевая сторона. Он будет идентичен первому ряду, но будет вязаться относительно него в шахматном порядке. Здесь опять снимаю первую кромочную, не провязанный. И дальше у меня идет петля с накидом. Соответственно, здесь накид провязываю лицевой, а петлю снимаю не провязанной. Дальше изнаночная. Ну и чередую так до конца ряда. Накид провязываю лицевой, петлю снимаю не провязанной. Изнаночная. Накид провязываю лицевой, петлю снимаю не провязанной. Изнаночная. Накид провязываю лицевой, петлю снимаю не провязанной. Изнаночная. Накид провязываю лицевой, а петлю снимаю не провязанной. Изнаночная. И снова накид провязываю лицевой, петлю снимаю не провязанной. И опять изнаночная. Ну и последняя группа, да, последний. Накид провязываю лицевую, петлю снимаю и кромочную вяжу лицевой. Это был третий ряд, и он на этом закончен. И дальше будет четвертый ряд, изнаночная сторона. И здесь он будет вязаться точно так же, как второй ряд, но, соответственно, в шахматном порядке относительно него. Кромочную снимаю не провязанной. Дальше группу из 2 петель делаю 2 вместе лицевой, а следующую петлю снимаю с накидом не провязанной. Опять 2 вместе лицевой, снимаю с накидом не провязанной. 2 вместе лицевой и следующую петлю снимаю с накидом не провязанной. И опять 2 вместе лицевой, снимаю с накидом не провязанной. И снова 2 вместе лицевой, снимаю с накидом не провязанной. 2 вместе, снимаю. 2 вместе, снимаю. И четвертый ряд на этом закончен. Этот узор состоит, получается, из 2 петель, из повторения 2 петель и 4 рядов в высоту. Возвращаюсь дальше к первому ряду и повторяю с 1 по 4 ряд. Установочный ряд повторять не надо, он делается один раз в самом начале. Смотрите, провязала я несколько рядов в высоту. Этим узором, вот такой он получается, он еще отгладится, отпарится, да. Это такая воздушная, легкая сетка. И на шерстяной пряже смотрится неплохо. Можно для свитера, для кардигана в стиле кучинели. Можно снуд, шарф, пожалуйста. И смотрите, какая интересная у этого узора изнанка. Этот узор можно 100% использовать и на одну сторону, и на вторую. Мне кажется, изнаночная сторона ничем не уступает его лицевой. И здесь такая прям плетенка какая-то, какой-то ситец получился, да? Очень интересный эффект. Но вот так этот узор смотрится на шерстяной, на теплой пряже. А смотрите, во всей его красе у меня есть, давайте этот образец уберем, легкая летняя, это вискоза, это вот лицевая сторона, смотрите, какой рельеф, да, и фактура, такая легкая сеточка. Вот так он смотрится вблизи. И вот какая у него изнаночная сторона. Опять для летней кофточки можно хоть двустороннюю связать. Такая интересная переплетенная изнанка. Давайте покрупнее покажу. Вот такой вот эффект плетеной ткани, лицевые дорожки. И в шахматном порядке их перекрещивают ниточки. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Заранее спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео, мастер-классов. Спасибо большое за внимание. Пока-пока.